Здравствуйте! Сегодня мы расскажем вам о ягоде, о которой слышали немногие. Для этого нам понадобится отправиться в леса Южной Америки. Речь пойдет о ягодах асаи, плодах южноамериканской пальмы асаизера, широко распространенной в дельте Амазонки. Больше всего она растет в Бразилии, в штате Пара. Местные называют ее акой в переводе плод. Культивируется она ради съедобной сердцевины плодов, богатых полезными веществами. Местное население использует их в пищу на протяжении всей истории, так же, как у нас собирают чернику или малину. Плоды асаи внешне напоминают что-то среднее между черникой и черным виноградом. Хотя размером и цветом они напоминают виноград, но в отличие от винограда мякоть асаи составляет лишь 20% плода. Остальные 80% – это очень крепкая косточка, из которой местные жители делают бусы и другие украшения. Эти ягоды широко используются в традиционной бразильской кухне. Их едят обычно сырыми, употребляют в виде сока или используют для придания аромата блюдам. Мировую известность ягоды асаи получили в 2004 году, после выхода очередной книги известного американского диетолога Николаса Перрикона, который, основываясь на выводах ученых, поставил асаи на первое место в списке продуктов, незаменимых для долгой и здоровой жизни. Основная ценность ягоды заключается в огромном количестве антиоксидантных веществ. Самые изученные из них – аскорбиновая кислота, каротиноиды, токоферолы и флавоноиды. По их содержанию асаи значительно превосходит общеизвестных лидеров, таких как гранат, черника, чеснок и клюква. Напомним, что именно антиоксиданты препятствуют окислительным реакциям в клетках организма, приводящим к повреждению ДНК и ускоренному старению. Помимо антиоксидантов, асаи содержит еще порядка 3000 компонентов, сочетание которых превращают каждую ягодку в настоящую пилюлю витаминов. В нашем видео мы расскажем, как выращивают эту южноамериканскую пальму и собирают столь ценные ягоды. С августа по декабрь на пальме асаи вырастают и созревают гроздья, состоящие из 700-900 плодов размером с вишню. Собранные на продажу плоды асаи являются хорошим источником дохода для местных жителей. Кроме того, ягоды широко используются в пищу коренными народами. Процесс сбора ягод асаи нелегкое и непростое дело. Прежде всего это обуславливается сложными условиями джунглей. Начиная с июля, маленькие круглые плоды, собранные на метловидных соцветиях на вершине каждого стебля асаи, начинают становиться более пурпурными. К августу сезон сбора урожая асаи в самом разгаре. В это время группа местных сборщиков ягод отправляется в труднодоступные места через джунгли, пересекая реки и болота, расчищая места, чтобы добраться до пальмы. Задача сборщиков забраться на пальму асаи и сорвать метелки с заветными плодами. Надо сказать, работа эта сложная и опасная. Но получаемый доход оправдывает риски. Ведь ягоды пальмы асаи становятся все популярнее не только в Южной Америке, но и в других странах мира из-за своей пользы для здоровья человека. На рынке за корзину ягод можно выручить $7. Стоя на земле под деревом, сборщики умеют точно определять, достигла ли конкретная гроздь, расположенная высоко на пальме, оптимальной спелости. Это критический момент для определения качества ягод. Фрукты с зеленоватым оттенком не подойдут. Чтобы обеспечить высокое качество и хороший вкус при варке, асаи при сборе урожая должны иметь, по словам сборщиков, действительно черный цвет. Еще более высоко ценятся плоды, цвет которых от глянцево-пурпурно-черного до пепельного налета на кожуре. Лучшее время для сбора урожая – раннее утро. В высокий сезон сложно застать кого-нибудь дома в утренние часы. Все трудоспособные члены семьи отправляются в джунгли, чтобы помочь с урожаем. Одни поднимаются по пальмам, а другие ожидают внизу, чтобы сорвать плоды с гроздей и уложить их в корзины. Семьи выходят из леса около 10 или 11 часов утра, с ветками в волосах и пурпурными пятнами на руках от срезанных плодов. У раннего сбора урожая есть двоякая мотивация. Во-первых, фрукты асаи утром имеют более высокое содержание влаги, до того как солнце достигает полной силы, что улучшает качество. Во-вторых, примерно после 10 утра стебли пальмы нагреваются настолько, что человек, собирающий урожай на верхушке дерева, рискует обжечь ступни своих босых ног от трения при спуске. Чтобы добраться до ягод, нужно подняться по стволу пальмы на высоту от 12 до 20 метров. Умение лазать на пальму передается из поколения в поколение.
Ствол не очень толстый, примерно 14 см в диаметре, и сборщику нужно иметь сильные руки и ноги, а также не бояться высоты, чтобы карабкаться наверх каждый раз за следующей метелкой. Пальмы, кроме того, что очень высокие, они еще и абсолютно голые, то есть на стволе нет ни одного выступа, ни одного сучка, за который можно было бы зацепиться ногами. Поэтому местное население придумало специальное приспособление, которое крепится на ноги, дабы до верхушки пальмы можно было более-менее беспрепятственно добраться. Для этого они плетут ремни из волокон менее высоких пальм и делают из них петли для ступней. Часто используют веревки. Крепко прижимая ступни к стволу, человек держится руками за ствол и поднимается по нему, как по канату. Так он добирается до вершины. Чтобы оторвать одну метелку, нужно залезть на высоту, а потом аккуратненько спуститься вместе с ней. Кидать вниз нельзя, ягоды асаи очень нежные и сразу испортятся от удара. После снятия с дерева, ягоды тщательно снимают с метелки в корзину. Сбор ягод – это очень рискованно. Бывает, что люди падают и на всю жизнь остаются инвалидами. Когда бразильские мужчины снимают с пальмы стебли с плодами, женщины очищают их, а затем готовят сок асаи. Местные жители используют сок асаи в качестве подлива при приготовлении различных блюд. Для этого они вместе с гостями собираются за одним столом, чтобы отведать асаи. После сбора, ягоды асаи направляются на берег реки. Здесь сборщики загружают плетеные корзины, наполненные плодами асаи, на лодке. Эти корзины ручной работы являются стандартным транспортным контейнером и предметом торговли для асаи на реках. Их содержимое весит примерно 14 килограммов. Лодки, наполненные плодами асаи, устремляются к местным рынкам. Торговля ягодами асаи на рынке начинается с ночи. Плоды асаи – это скоропортящийся товар. При комнатной температуре мякоть асаи забродит меньше, чем за сутки, благодаря большому содержанию липидов в составе. Поэтому ягоды нужно продать как можно быстрее. И торговля идет довольно бойко. Этот продавец утверждает, что с 3 часов ночи до 7 часов утра он сумел продать машину ягод. Для того, чтобы увеличить объемы производства ягод, местные фермеры научились успешно выращивать пальмы асаи на плантациях. Пальмы асаи произрастают в субтропическом климате, поэтому они устойчивы к температурам от 10 градусов Цельсия и выше. Учитывая, что дерево может вырасти до очень большой высоты, некоторые производители предпочитают срезать основное дерево и оставлять более мелкие. Пальмы любят почву с большим количеством органических веществ, богатую кислотами, такими как торф, мох и хвоя. Следует убедиться, что почва хорошо дренируется, так как деревья плохо себя чувствуют, если их корни остаются влажными. Для посадки пальмы очень важно качество рассады. Поэтому материал для питомника отбирается у сильных и здоровых деревьев. Чтобы рассада быстро росла и оставалась зеленой, ей потребуется много тени и слегка кислая почва. Выращенные в течение года из рассады саженцы пересаживаются на поле. Молодую пальму асаи устанавливают в посадочную яму и заливают дополнительной смесью почвы и компоста. Укрепляют почву ногой, а затем хорошо поливают из шланга с медленной подачей воды в течение примерно 1 часа, направленной на корень растения. До начала плодоношения может пройти от 3 до 5 лет. Чрезвычайно важным для растения является опыление. Поэтому недалеко от посадок пальмы фермеры размещают пасеку с пчелами. Пчелы прекрасно опыляют растения. Через 4 года фермеры приступают к сбору урожая. Работники снимают зрелые кисти ягод при помощи специальных длинных шестов, позволяющих срывать гроздья на высоте. При помощи механических барабанов ягоды очищаются от веток и помещаются в ящики. Ящики вмещают 530 кг плодов. Некоторое время они остаются в тени, пока за ними не прибудут грузовики. Машины ночью доставляют ягоды асаи на перерабатывающую фабрику для дальнейшей переработки. Часть ягод фермеры доставляют на фабрику по реке.
После того, как наполненные корзины взвешены и прошли контроль качества, они выгружаются и пересыпаются в общий бункер для их предварительной очистки. Ягоды помещаются на конвейерную ленту, где они еще раз проходят контроль, прежде чем помещаются в воду для более легкого отделения мякоти от косточки. Одновременно с этим из каждой партии забираются образцы для лабораторных тестов и получения точных данных о питательных веществах и микробиологических свойствах продукта. Затем мякоть асаи отделяется от косточки и немедленно пастеризуется в соответствии со всеми требованиями санитарных норм, после чего начинается самое интересное. Ягоды перерабатываются до пурпурной мякоти, которая является конечным продуктом. Готовая мякоть асаи упаковывается в мешочки по 100 грамм и более, исходя из требований заказчика. А для бизнес-потребителей, таких как производители мороженого, фруктовых коктейлей и магазины здоровой пищи, рестораны, продукция отпускается в ведрах по 18 кг или бочках по 170 кг. Ягоды асаи могут обрабатываться двумя способами, чтобы подготовить их к хранению и транспортировке. Первый способ – это замораживание. Он довольно распространен, но обладает рядом недостатков, поскольку для сохранения продукта в таком виде часто используются стабилизаторы и консерванты, а при размораживании мякоть ягоды попадает в воду, что отрицательно сказывается на ее свойствах. Другой способ – инновационный, который называется методом сублимации. Технологически он начинается с глубокой заморозки, которая потом сменяется так называемой лиофилизацией. В специальных вакуумных сушках происходит вымораживание влаги, отчего продукт, не теряя своего естественного вкуса, становится почти что невесомым, а влажность его при этом не превышает 8%. По мнению диетологов, сублимированные продукты идеально усваиваются организмом. Удивительно, но сок асаи не ферментируется, сделать из него вино, увы, не получится. Однако из него готовят огромное количество безалкогольных напитков. Один из способов приготовления заключается в смешивании сока с маниоковым крахмалом и сахаром. Такой напиток характеризуется ореховым вкусом и густой, слегка маслянистой текстурой. Кроме напитков из асаи готовят конфеты класса премиум и множество десертов, включая щербеты, мороженое с другими фруктовыми наполнителями, особенно бананами, и фруктовые консервы. Бразильцам очень нравится густая замороженная паста, похожая по консистенции на фруктовое мороженое. Как правило, в это блюдо, которое называется асаи на тижела, или асаи в чаше, добавляют сироп гуараны и сахар. Деликатес сверху может посыпаться орешками или мюсли. Смесь двух выдающихся компонентов Амазонии, богатых витаминами и стимуляторами с сахаром, создает мощнейший энерготоник. Назвать это десертом не совсем корректно, поскольку такой десерт заменяет по эффекту полноценный обед. Однако большинство бразильцев помешаны на блюде асаи баул. Это блюдо похоже на асаи на тижела, так как основным его компонентом являются те же ягоды асаи. Асаи баул – это, по сути, украшенная дополнительными продуктами большая глубокая тарелка густого смузи. Овсяные хлопья, растительное молоко, семена или орехи, фрукты и сами ягоды асаи – вот основные составляющие этого блюда. Причем асаи могут использоваться как в свежем виде, так и в форме пюре, либо порошка. Пользуется спросом это блюдо и в странах Европы. Поскольку это продукт скоропортящийся, из Бразилии в другие страны ягоды, как правило, импортируют в виде замороженного пюре. В России чаще всего используется именно порошок из асаи, придающий всему блюду сиренево-фиолетовый цвет. В жаркую пору такой завтрак или перекус в течение дня – идеальное блюдо. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!